привет, это Like News, и с вами Кристина. Сегодня мы задекорируем яйца к Пасхе, сделаем их и кавайными, и модными, и милыми. В общем, каждый из вас сможет выбрать то, что понравится ему, так что давайте скорее приступать. Рисовать я сегодня буду разведенными пищевыми красками и фломастерами. Ими сейчас усыпаны все магазины, так что найти подобное, я думаю, вам труда не составит. Черным фломастером я рисую вертикальные линии, формирую маленькие почки. Белой краской проставляю белые точечки, получаются очаровательные веточки вербы, но мне кажется, такой рисунок лучше бы смотрелся на более темном яичке. Это яйцо будет в стиле поп-арт. Рисуем желток, только какой-нибудь контрастный, например, розовый, а сверху черным хаотично проставляем полосочки. Можно подарить любителю современного искусства. Кистью формируем хаотичное темное пятно, любой краской, какая есть у вас. Мой желтый цвет очень бледный, поэтому для лучшего эффекта я сначала намечу место, где будет мой цыпленок, белой краской, а затем поверх уже нанесу желтый. Тонким маркером обводим, но так, чтобы все линии были изломанные и угловатые, никаких плавных. Формируем разбитую скорлупу. Рисуем глазки и клювик. Такая мини 3D картинка. Кажется, что цыпка скоро выберется из скорлупки. Одну сторону яйца, которая более широкая, я крашу в зеленый, использую кисть, так как это сильно облегчает работу. Другую в красный. Красим так, чтобы оставалась небольшая прослойка между двумя цветами. Снизу рисуем полосочки зеленым маркером, а сверху проставляем косточки. Такой аппетитный арбузик получился. На самой красивой стороне яичка простым карандашом формируем голову лошадки, рисуем ушки и гриву, смешиваем цвета и раскрашиваем. Обводим по контуру, можно добавить детали, а еще можно цветные полосочки добавить. Очень нежненько. Черным маркером рисуем неровный овал по всему яйцу и формируем вербочку. В середине можно что-нибудь написать. В этой идее красим нижнюю половину яйца в какой-нибудь нежный цвет, рисуем глазки, ушки, ротик, румяним щечки и обводим одежду. Такой кавайный зайчишка у нас получился. Это яичко будет мраморным для любителей минимализма. Черной краской рисуем неровные линии, сверху покрываем все белой краской или какой-нибудь светлой, а сверху проводим серовато-черные тонкие линии. Не знаю, получилось ли у меня передать мрамор, я эту идею взяла из маникюра, но по крайней мере трещинки у меня точно получились. Черным маркером рисуем геометрические фигуры и делаем их объемными с помощью дополнительных линий, формируя кристаллы. Ничего сложного, зато стильно. Яичко покрываем краской, какой, по вашему мнению, будет котенок. А сверху рисуем милашки, глазки, ротик, усики и полосочки по всему яичку. Можно еще высветлить брюшко и дорисовать лапки. В этой идее мы рисуем форму кулича или кексика и раскрашиваем самыми яркими фломастерами, что есть. Не забудьте про вишенку. Тонким черным маркером рисуем цветы, бутоны и листья, так, чтобы рисунки очень близко прилегали друг к другу, так эффект будет интереснее. Этот декор для любителей криповых фильмов. Рисуем зрачок розовой краской, при помощи тонкой кисти создаем маленькие неровные линии, походящие на капилляры. Черным маркером рисуем зрачок, а белым создаем блики.
раз сейчас в моде все тропическое, особенно пальмовые листья, мы изобразим их и на нашей скорлупке. Тем более делаются они очень просто. Проводим выгнутую линию, а листочки рисуем зеленым маркером. Будем делать яичко в подарок сладкоежке. Нижнюю часть покрываем оранжевой краской, а сверху более яркой и контрастной. Тонкой кистью рисуем вафельку, а сверху само мороженко украшаем кавайной мордашкой. Как видите, все идеи очень простые и делаются буквально за 2-5 минут. Зато такие крутые яички станут настоящим украшением вашего пасхального стола и будут отличным подарком вашим родственникам и друзьям. Еще пару идей я спрятала в моем инстаграм, так что заходите, смотрите, подписывайтесь, там много крутых фоточек и идей для личных дневников. В общем, жду вас всех в гости. Вот так вот мы задекорировали с вами яйца к Пасхе. Пишите в комментариях, какой из этих вариантов вам понравился больше всего. И обязательно напишите, может быть, у вас какой-то есть свой способ красить яйца на Пасху. В общем, пишите, я обязательно почитаю и пролайкаю самые крутые ответы. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока!